I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Она называла меня ленивым. 10-летний мальчик убил свою мать после просьбы помочь по дому. Шеннон Андерсон понятия не имела, чего от нее хотел 10-летний соседский мальчик, когда в воскресенье вечером тот ворвался в ее трейлер. «Он даже не постучал», — вспоминала женщина. «Он просто распахнул дверь». Несколько мгновений спустя ребенок выпалил шокирующую новость. Он убил свою маму. Шеннон сказала, что все еще пытается собрать воедино тот день, когда Джозеф Маквей превратился из обычного мальчика в убийцу. «Такие вещи, стрельба по людям, здесь не происходят», — добавила она. Преступление. Джозеф Маквей убил свою мать Дебору в их одноэтажном доме, переделанном из гаража на 2 машины в жилье с 3 спальнями, в Биг-Прейри, штат Огайо, маленьком городке примерно на полпути между Кливлендом и Колумбусом. Вечером 2 января 2011 года мальчик прибежал к своей соседке и рассказал ей, что застрелил собственную мать. Во время звонка в службу 911 он сказал: «Приезжайте как можно скорее. Я застрелил свою маму. Я выстрелил в нее из пистолета». Шеннон сообщила диспетчеру, что она была в доме соседей и видела, что у Деборы из головы текла кровь. Когда ее спросили, дышит ли женщина, она ответила: «Нет, у нее идет кровь». Дебора лежала лицом вниз в гостиной. Рядом с ней были найдены гильзы от винтовки 22-го калибра. Службы экстренного реагирования планировали оказать помощь, когда прибыли в дом Маквей, расположенный в квартале 130 по Тауншип-Роуд 511. Но было уже слишком поздно. Дебора, которая работала медицинским работником, была объявлена мертвой. Что привело к убийству? Полицейское расследование показало, что около 18 часов Джозеф и его мать поссорились из-за стирки белья. Позже, тем же вечером, ситуация обострилась, когда мать попросила сына принести в дом немного дров. Очевидно, произошел словесный спор. Мать хотела, чтобы мальчик принес дрова в дом, сказал ABC News главный заместитель шерифа округа Холмс Натан Фриц. По всей видимости, спор вышел очень горячим. Тем вечером Джоуи сказал своей сестре, что он устал ссориться с матерью, прошел в свою комнату и достал винтовку. С порога мальчик навел оружие на Дебору, стоявшую в 15 футах от него, и открыл огонь. Представители полиции заявили, что когда они прибыли в дом, внутри также находились 15-летняя сестра Джоуи и его бабушка. Они стали свидетельницами преступления. Адвокаты Джоуи утверждали, что Дебора часто оскорбляла своего сына, и его единственным спасением, местом, где он мог переждать домашние скандалы, было дерево во дворе. Когда офицеры проводили обыск дома, они обнаружили в спальне ребенка еще 4 огнестрельных оружия. 3 из них висели на стене, а винтовка, из которой был совершен выстрел, лежала на кровати. Полиция конфисковала найденные улики. Родственники семьи заявили, что дедушка Джозефа, который уже умер к моменту убийства, преподнес оружие ребенку в качестве рождественского подарка. Он отдал винтовки отцу Джозефа, а тот передал их своему сыну. Мысль о 10-летнем мальчике, хранящем оружие в своей спальне, может шокировать, но только не жителей Биг-Прейри, где звуки выстрела вполне привычны. Здесь дети учатся стрелять из оружия почти так же часто, как учатся ездить на велосипеде. Это сельская местность, и многие люди тут занимаются охотой, говорит Сэм Кроуфорд, 65-летний служащий заправочной станции. И мы учим наших детей охотиться и пользоваться оружием.
Здесь, если вы не слышите выстрела в течение дня, значит, что-то не так», — сказал Рон Мартин, ближайший сосед Маквеев. Старший брат Джозефа Джошуа сказал, что они деревенская семья, и что владеть оружием для них вполне естественно. Власти не сообщили, есть ли у мальчика лицензия на охоту для несовершеннолетних, ссылаясь на законы о конфиденциальности. В Огайо, как и во многих штатах, не существует минимального возраста для получения этой лицензии. Сосед семьи Рон Мартин видел, как мальчик стрелял из пневматического пистолета у себя на заднем дворе, как и другие дети, живущие поблизости. «Он не угрожал людям или что-то в этом роде», — сказал Мартин. Родственники также рассказали, что мальчик часто практиковался в стрельбе из пневматического оружия и, очевидно, понимал последствия выстрелов. Главный заместитель шерифа округа Холмс Натан Фриц сказал: «Для мальчиков такого возраста нет ничего необычного в охоте и стрельбе. Я думаю, необычно то, что ребенку разрешили хранить оружие в своей комнате». Брат Деборы вспоминал, что женщине не нравилось, что мальчик держал винтовки в своей спальне. Она хотела, чтобы оружие было убрано. Она ссорилась по этому поводу с мужем несколько раз. Незадолго до убийства родители Джозефа расстались, и это сильно повлияло на него. Он стал более агрессивным. Обвинение. Джозефу Маквею было предъявлено обвинение в убийстве, несмотря на его несовершеннолетний возраст. Мальчик был арестован на месте происшествия и доставлен в Центр ювенальной юстиции округа Ричленд. Он не признавал себя виновным по предъявленным обвинениям. Прокуроры выступали за то, чтобы он оставался в тюрьме для несовершеннолетних до тех пор, пока не достигнет 21-летнего возраста. Джозеф появился на судебном заседании в наручниках и в пальто, которое частично скрывало его оранжевую робу. Прокурор Стив Ноулинг заявил, что такого преступления в его округе еще никогда не было. Более чем за 2 десятилетия работы в судебной системе он не видел ничего подобного. Ноулинг добавил: «Вопрос в том, что с ним делать. Никогда не стояло вопроса, сделал ли он это. Факты были очевидны, и я думаю, все пришли к пониманию, что не составит труда доказать, что он направил огнестрельное оружие на свою мать. Выстрелил в нее, и она умерла. Речь идет о том, что мы собираемся делать с ним с учетом того, что ему всего 10 лет. Исследования показывают, что дети не способны осознавать долгосрочные последствия своих поступков, потому что связи в их мозге еще не сформированы. Поэтому они принимают решения более опрометчиво, чем взрослые люди», заключает Энн Нерс, социолог из колледжа Вустера, штат Огайо. По словам Шерри Хэмби, редактора журнала Psychology of Violence, к 5-6 годам большинство детей понимают, что бить других людей неправильно, а 10-летний ребенок наверняка осознает разницу между правильным и неправильным. Но если говорить о каких-то способностях к абстрактному мышлению, продолжает она, то они появляются минимум к 12 или 13 годам. Неумение совладать со своим гневом не является чем-то необычным для 10-летнего мальчика. Эта конкретная ситуация стала возможной только потому, что в распоряжении ребенка оказалось оружие. Адвокат защиты Энди Хайт утверждал, что его клиент жил в атмосфере эмоционального насилия, был спровоцирован агрессивным поведением матери и просто огрызнулся. Он сказал: «Джозеф Маквей – один из тех, кого мне просто жаль. В столь юном возрасте на него многое свалилось, и он отреагировал неадекватно. Однако внезапное решение, принятое им, повлияет на всю его оставшуюся жизнь». Прокурор округа Холмс Стив Ноулинг сказал: «Очевидно, что это очень сложная ситуация из-за возраста Джозефа. Но это все равно дело об убийстве. В подобных случаях сложность состоит в том, чтобы поступить правильно и справедливо для всех, особенно для общества и семьи жертвы. Первый шаг заключается в том, что он признал свою ответственность за убийство собственной матери». В сентябре 2011 года судья округа Холмс постановил, что Джоуи психически не способен предстать перед судом.
Однако он отметил, что в течение следующего года это решение будет пересмотрено после переоценки состояния мальчика. Через несколько месяцев стороны вновь собрались в зале суда, чтобы продолжить разбирательство. После анализа представленной информации судья Томас Ли в своем 25-страничном решении постановил, что Джозеф может предстать перед судом. Он обосновывал свое решение тем, что теперь Джозеф осознает характер и цель предъявленного ему обвинения, а также последствия, с которыми он может столкнуться, и может действовать в своих интересах, помогая адвокату в своей защите. В совокупности показания и отчеты 3 экспертов не говорят о том, что молодой человек сейчас настолько травмирован событиями, связанными со смертью его матери, что не может говорить об этом или помогать своему адвокату, писал Ли. Суд видит юношу, у которого есть много стимулов помочь своей защите. Суд видит молодого человека, который испытывает нормальную и ожидаемую реакцию на смерть своей матери, который размышлял о своей роли в ее смерти. Суд видит молодого человека, чьи эмоциональные реакции на дискуссии о смерти его матери менее выражены, чем 6 месяцев назад. Суд видит молодого человека, который добился значительного прогресса во многих сферах своей жизни, о чем свидетельствует повышение его баллов по глобальной оценке функционирования с 55 до 75. Суд видит молодого человека, который добился больших успехов в учебе и получает отличные оценки. В июне 2013 года Джозеф признал, что застрелил свою мать в их доме в рамках сделки с властями. Он отказался от своего права на судебное разбирательство, отвод свидетелей по делу и доказательств, и высказал согласие на готовность принять возможное наказание. После того, как Джозеф признался в убийстве, его адвокат заявил, что это лучший выход. Ему не придется неделями заново переживать каждую деталь преступления, просматривать фотографии и знакомиться с результатами вскрытия. Как это было бы, если бы состоялся судебный процесс? «Я беспокоюсь о том, что Джозеф отреагирует на улики против него», — заявил Хайд. «Думаю, это слишком для человека его возраста. Возможно, это первый раз, когда я прошу, чтобы мой клиент не присутствовал в зале суда для представления некоторых доказательств. Он имеет право предстать перед судом, но я чувствую, что это может иметь долгосрочные последствия». Повторное рассмотрение дела. В рамках расследования детективы изучили биографию Джозефа. Они обнаружили, что у него были проблемы с поведением, а его дядя упомянул, что у него были сложности и с управлением гневом. Один из соседей заявил, что знал об этом из разговоров с Деборой, но никогда бы не подумал, что ребенок может убить собственную мать. Первоначально власти заявили, что прошлое Джозефа не давало повода думать, что мальчик склонен к насилию. Но позже стало известно о минимум 2 эпизодах проблемного поведения. Так, в 2006 году Дебора звонила в полицию и жаловалась на то, как водитель школьного автобуса наказал ее сына. Она считала, что тот превысил свои полномочия. Джозеф беспокойно вел себя, мешал другим детям и не реагировал на замечания. Тогда водитель остановился, подошел к нему, схватил за куртку и насильно усадил мальчика на место. Водителю не было предъявлено никаких обвинений. В сентябре 2007 года Джозеф ударил директора школы совком для уборки по лицу и груди. Это произошло, когда ребенок мешал проведению урока. Директору пришлось отстранить его от занятий и отвезти в спортзал, чтобы тот успокоился. Там Джозеф напал на директора. Об этом инциденте было подано сообщение в офис шерифа. Если бы это сделал взрослый человек, комментировали в полиции, то ему было бы предъявлено обвинение в нападении. У парня были проблемы с гневом, а Дебора игнорировала их, сказал Associated Press Тони Миллер, брат Деборы. Это был ее сын. Она его очень любила. Она была хорошей матерью, работала и помогала людям с ограниченными возможностями и отклонениями в развитии, а также сделала много хорошего для людей в обществе.
поделился воспоминаниями о соседке Рон Мартин в интервью ABC News. Джошуа, старший брат Джозефа, живший отдельно от семьи, рассказал журналистам, что Дебора была очень любящей женщиной. Если ты о чем-нибудь просил маму, она бы нашла способ выполнить твою просьбу. Судья суда по делам несовершеннолетних округа Холмс Томас Ли заявил, что если у Джозефа не возникнут какие-то новые проблемы, он сможет оставаться на испытательном сроке в лечебном учреждении, где он находился до того в течение года. Судья добавил, что приостановил действие системы уголовного наказания для несовершеннолетних до достижения Джозефом 21 года. По мнению Томаса Ли, помещение Джозефа в исправительное учреждение подорвет его успехи в общении с терапевтом. Он также высказал уверенность, что ребенка воспитывали жестокие родители с уголовным прошлым и злоупотреблением психоактивными веществами. Это было ужасное решение – разрешить ребенку с импульсивным поведением доступ к оружию. Это просто безответственное и необъяснимое воспитание, заключил он. И тем не менее, добавил он, дело не в оружии. Есть много других Джозефов. Есть много других семей. Поэтому я бы посоветовал людям стараться лучше узнавать своих соседей и проявлять участие, если это требуется. Если бы в жизни этого мальчика был заботливый взрослый, возможно, этого события бы не произошло. Однако и на Джозефе лежит вина. То, как его воспитывали, не снимает с него ответственность полностью. Это было целиком его решение – пойти, схватить винтовку 22-го калибра и выстрелить своей матери в голову. Он знал, каким будет результат, и он ясно осознавал с самого начала, что это неправильно. Судья отметил, что Джозеф уже понес много значительных потерь. Он лишился матери, уничтожил отношения с сестрой и другими членами своей большой семьи. Он утратил свободу и репутацию. Если он вернется в общество, его всегда будут воспринимать как человека, убившего собственную мать, сказал Томас Ли. Он также потерял будущее и навсегда лишил себя общения со своей единственной матерью, которая не будет рядом и не оценит его жизненных достижений. Окончание средней школы, женитьбу, рождение детей. Его дети никогда не узнают свою бабушку Деб, и однажды ему придется объяснить своим детям, как умерла их бабушка. Я думаю, штат не принимает во внимание, что ему было 10 лет, когда это произошло, сказал адвокат Энди Хайт, объяснив, что в этом возрасте такие дети, как Маквей, чувствуют себя в ловушке. Во многих случаях они любят своих родителей, они не могут убежать. Его семья не применяла физического насилия, но каждый день Джозеф подвергался эмоциональным травмам. Он думал, что жизнь такая, какой он ее знал. По словам Хайда, именно кульминация длительного эмоционального стресса, а не просто спор по поводу домашних обязанностей, подтолкнула Джозефа застрелить свою мать, которая часто использовала ненормативную лексику в разговорах с сыном и о сыне. В ту ночь она сказала ему, что хочет, чтобы он ушел, что она никогда больше не желает его видеть. Мать сказала, что он никчемный кусок дерьма, сообщил Хайд. Адвокат отметил, что Джозеф, который отсидел 11 месяцев в одиночной камере, плача каждый вечер перед сном в центре заключения для несовершеннолетних округа Ричленд, уже был достаточно наказан. После перевода ребенка в лечебное учреждение его состояние улучшилось. Хайд сделал вывод, что обществу будет лучше, если его клиента продолжат лечить в том же учреждении, где он смог начать добиваться успехов и выздоравливать. Терапевт Джозефа Джерри Хартман сказал, что мальчик добился впечатляющего прогресса. Он преодолевает свою травму, он уже в пути, но еще не добрался до цели. Наша задача состояла в том, чтобы помочь ему справиться с этой травмой и помочь ему однажды стать уравновешенным, взрослым человеком. Сотрудник службы по делам несовершеннолетних Дэйв Уильямс предположил, что Джозеф, у которого были, по его мнению, общие симптомы ребенка, пережившего жестокое обращение, убил свою мать, защищаясь.
Уильямс верит, что терапевтическое лечение и жизнь в контролируемой среде, где Джозеф сможет научиться навыкам самостоятельной жизни, будет подростку и обществу, куда ему рано или поздно придется встроиться, намного полезнее, чем срок в исправительной колонии, где он, вероятно, только ожесточится и озлобится. Однажды он окажется позади нас в Уолмарте или на заправочной станции, сказал Уильямс, подчеркнув, что нужно подумать, какого Джозефа они хотят видеть в будущем. Выбор наказания. Застрелив Дебору, Джозеф направил пистолет на свою 15-летнюю сестру Шону. Она умоляла брата не стрелять в нее. Через несколько мгновений девочка с облегчением увидела, что мальчик выходит из дома. Через адвоката со стороны потерпевших, Энди Зенделлу, Шона обратилась к судье с просьбой вынести ее брату самый суровый приговор. Зенделла сказал, что Джозеф убил свою мать не для того, чтобы положить конец непрекращающемуся насилию. Он описал ребенка как опасного человека, который застрелил Дебору, потому что она встала у него на пути. Помощник прокурора округа Холмс, Шон Уорнер, также попросил о самом суровом наказании. Деб Маквей не угрожала ему расправой, напоминал он. Это не ребенок, подвергшийся насилию. Он признанный несовершеннолетний правонарушитель. Помощник Уорнер заявил, что, учитывая обязательства властей защищать общественные интересы и безопасность, обеспечивать привлечение к ответственности правонарушителя, легкое наказание принизит серьезность преступления. Он напомнил, что Джозеф вел себя дерзко перед инцидентом. Когда мальчика спросили о причинах стрельбы на допросе, сразу после убийства, он сказал следователям: «Каждый день она меня так злила тем, что называла ленивым». Уорнер отметил, что ребенок проявлял вспышки гнева в школе, но никогда никому не говорил, что мать причиняла ему вред или угрожала сделать это. Судья поместил Джозефа под постоянную опеку суда и приказал его отцу выплачивать алименты, которые будут использоваться для оплаты лечения мальчика. Прокуроры не получили требуемого результата, но приняли решение судьи с пониманием. Прокурор округа Холмс Стив Ноулинг заявил: «Мы не собираемся подвергать сомнению постановление судьи, которому пришлось решать очень сложную задачу и учесть множество факторов». Нельзя однозначно сказать, является ли Джозеф Маквей психопатом. Большая часть информации по его делу не публиковалась в открытом доступе из-за его статуса несовершеннолетнего. Однако его поведение и некоторые высказывания могут свидетельствовать о наличии расстройства личности. Психопаты обладают способностью в течение длительного времени производить впечатление обычного человека, что позволяет им создавать больше ущерба в своем окружении. Характеристики человека с подобным расстройством включают поверхностное обаяние, преступное поведение, манипулирование и отсутствие раскаяния. Поначалу такой человек может показаться интересным, загадочным и необъяснимо привлекательным. Черты его характера и манера поведения могут меняться по мере того, как он начинает полностью понимать себя и свои цели. Изначально психопат может казаться добродушным или непонятым обществом, но со временем этот фасад начинает рушиться. Как и в случае со многими другими психическими заболеваниями, сочетание генетики и среды, в которой находится человек, особенно в детстве, играет важную роль в возникновении психопатии. Эксперты считают, что риск развития психопатии увеличивают наличие близкого члена семьи с антисоциальным развитием личности, низкий социальный статус, травмы, связанные с физическим, словесным или сексуальным насилием, пренебрежение родителями, плохая успеваемость. Как вы думаете, что именно спровоцировало Джозефа на убийство собственной матери? Сможет ли он вернуться к нормальной жизни после того, что пережил в столь юном возрасте? Может ли он быть психопатом?